Когда-то могучая коммунистическая империя не жалела средств ни на оборону, ни на науку. И от Тихого океана до Европы возвышались нацеленные в космос огромные антенны и прятались в лесах секретные военные бункеры. С развалом Союза содержание многих из этих объектов наследникам оказались не по карману. Вот лишь несколько сооружений из тысяч спрятанных по горам и лесам секретных и не очень объектов. Шар под Дубной. В лесу под Дубной можно найти огромный полый шар диаметром примерно 18 метров. Сделать самим это будет сложновато, но местные жители всегда с охотой расскажут, как добраться до местной достопримечательности. С высоты птичьего полета шар можно принять за НЛО, однако в действительности это диэлектрический колпак для параболической антенны космической связи. Перевозили колпак вертолетами, однако во время транспортировки лопнул трос. Вывозить купол оказалось слишком проблематичным мероприятием. Сделан он, к слову, из стеклопластика сотовой структуры. В нем многократно усиливается любой шум и издается мощное эхо. Хавринская больница. Хавринская больница– это 11-этажная заброшенная и недостроенная больница в Москве. Ныне не существует. Она традиционно попадала во всевозможные неофициальные рейтинги самых страшных мест планеты. Строить многопрофильную больницу начали в 80-е годы. Она была рассчитана на 1-300 коек. Остановили строительство через 5 лет, когда все корпусы уже были возведены. По иронии судьбы, все последующие десятилетия Хавринская больница не спасала, а калечила и отнимала жизни. Здесь прописались бомжи, наркоманы и любители острых ощущений. Несчастные случаи на территории больные были печальной данностью. Больница долгое время была предметом судебных разбирательств, рассматривались проекты по завершению строительства, но в итоге здание снесли осенью 2018 года. Крымская АЭС. Недостроенная атомная станция, которая расположена недалеко от города Щелкино. Первые проектные расчеты были сделаны еще в 1964 году. Началось строительство в 1975 году. Предполагалось, что данная АЭС обеспечит электроэнергией весь полуостров Крым. Она также должна была стать отправной точкой для дальнейшего развития промышленности в этих местах. Первый реактор планировалось запустить в 1989 году, стройка шла без каких-либо отклонений. Однако пошатнувшаяся экономика СССР вместе с трагедией на Чернобыльской АЭС поставили крест на крымском проекте. На тот момент на станцию потратили более 500 миллионов советских рублей, а на складах было материалов и оснащения еще на 250 миллионов советских рублей. Все это было разворовано в последующие годы. Стоит добавить, что Крымская АЭС попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая электростанция данного типа. Балаклава. В 2003 году, впервые за 46 лет своего существования, база подводных лодок Балаклава впервые предстала на всеобщее обозрение. Сегодня это исключительно туристический объект, а некогда база была одним из самых секретных объектов Советского Союза. В огромном подземном комплексе находились подводные лодки. База могла выдержать ядерную атаку мощнейшими зарядами и строилась на случай атомной войны. База состоит из водного канала, сухого дока, многочисленных складов разного профиля и корпусов для военнослужащих. Закрыт объект был в 1994 году, после того, как из него вывели последнюю подводную лодку. Долгие годы гордость Советского Союза просто разворовывалась. Объект 221. Недалеко от Севастополя, помимо уже упомянутой базы для ремонта подводных лодок, можно найти еще один некогда секретный объект Советского Союза. Речь идет о бункере объект 221. У его было много названий, однако за всеми ними скрывался запасный командный пункт Черноморского флота. Найти объект можно под деревней Морозовкой. Это был настоящий подземный город. Строить его начали в 1977 году. Объект лежит на глубине 200 метров, где расположен четвертый этаж корпусов. Общая площадь подземной части комплекса 17 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день объект полностью разграблен и разорен. Атомный маяк на мысе Анива. На Сахалине можно найти мыс Анива, где расположен уникальный атомный маяк. Маяк имеет высоту 9-этажного дома. Раньше в нем могло дежурить до 12 человек. На сегодняшний день этот некогда уникальный комплекс полностью разграблен мародерами и не функционирует. Ракетный комплекс Двина. Крах Советского Союза подарил бывшим республикам огромный арсенал самого разного оружия, в том числе и пусковые шахты. Так, под столицей Латвии, в лесах, можно найти некогда уникальный секретный пусковой комплекс Двина. Построен он в 1964 году. Это огромный комплекс, состоящий из бункеров и пусковых шахт, большая часть которых на сегодняшний день затоплена. Посещать комплекс крайне не рекомендуется из-за остатков там чрезвычайно ядовитого ракетного топлива. Цех 8 завода Дагдизель. В Каспийске, что в Дагестане, можно найти уникальный заводской цех, построенный прямо на воде. Относился цех к заводу Дагдизель.
Строили его для испытания морских видов вооружений, в частности разнообразных торпед и ракет. Завод был уникальным для СССР. Строили его на котловане объемом 530 тысяч кубометров, который выкопали при помощи специальных снарядов. В него был установлен массив, на который позже опустили цельнометаллическую 14-метровую конструкцию. Общая площадь построенного цеха превышает 5000 квартир. Станция была оборудована для постоянного проживания и работы. Однако к середине 60-х годов 20 века проект свернули за ненадобностью из-за слишком быстро меняющихся тенденций в области проектировки оружия. С тех самых пор здание заброшено и постепенно разрушается Каспийским морем. Лопатинский фосфоритный рудник. Недалеко от города Воскресенск, что в Московской области, можно без особого труда найти огромный рудник по добыче фосфоритов. Это месторождение является уникальным в Европе и самым крупным. Первые разработки здесь начались еще в 30-е годы 20 века. На многочисленных карьерах работали все виды многоковшовых экскаваторов, гусеничные, рельсовые и шагающие. У рельсовых экскаваторов было специальное оборудование для передвижения рельс. С 90-х годов рудник фактически заброшен, карьеры залиты водой, а дорогостоящая спецтехника просто гниет под открытым небом. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.